Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и трагические новости о известном актере Сергее Селине. Члену антикоррупционного комитета и известному актеру Дмитрию Харатьяну сделан строгий выговор за участие в телевизионной рекламе с известной телеведущей Еленой Малышевой. Однако сотрудники Организации по борьбе с преступностью и коррупцией немного погорячились. Стало известно, что данная телевизионная реклама была снята еще год назад, летом 2023 года. К тому же Дмитрий Харатьян не получал никаких финансовых средств за данную рекламу и в тот момент не являлся сотрудником антикоррупционного комитета, а Елена Васильевна Малышева не находилась в следственном изоляторе. Однако, как заявил сам глава антикоррупционного комитета Никита Михалков, дыма без огня не бывает и предупредил Дмитрия Харатьяна об участии в сомнительных телепроектах. Стало известно, что всю вину за показ рекламы с Еленой Малышевой будет нести руководство центральных каналов, которые продолжают выпускать программы Елены Малышевой в записи, несмотря на то, что Елена Васильевна на данный момент находится в СИЗО в результате тяжких преступлений. Заявку о вступлении в антикоррупционный комитет во главе с Никитой Михалковым подал известный спортсмен, легендарный советский футбольный вратарь Ринат Досаев. Ринат Досаев был основным футбольным вратарем московского «Спартака» и сборной Советского Союза по футболу. Защищал честь страны в 70-е и 80-е годы прошлого столетия. Несколько раз признавался лучшим вратарем Советского Союза. Заявка о вступлении спортсмена находится на рассмотрении. Руководство Организации по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым и председатель Следственного комитета товарищ Бастрыкин перевели известного советского и российского певца Игоря Саруханова в следственный изолятор города Москвы. К слову сказать, что уже целый месяц Игорь Саруханов находился под домашним арестом по обвинению в смерти своего сына. Трагическое событие произошло 1,5 месяца назад на свадьбе Игоря Саруханова. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает трагические новости о сотруднике организации и известном советском и российском актере Сергее Селине, который хорошо известен зрителю по роли майора Дукалиса в фильме «Улицы разбитых фонарей». Трагическая история произошла несколько дней назад в Санкт-Петербурге с родной дочерью известного артиста, 22-летней скрипачкой и пианисткой по имени Анна. Всю свою жизнь Сергей Селин, несмотря на второй брак, оберегал свою старшую дочь и мечтал, чтобы она стала известным музыкантом. Однако 2 дня назад произошло трагическое событие, которое разрушило семейное счастье Сергея Селина и его старшей дочери. Возвращаясь несколько дней назад вечером с музыкального заведения, дочь Сергея Селина стала жертвой нападения хулиганов, которые увезли Анну Селину в неизвестном направлении, где и произошло трагическое происшествие. Дочь Сергея Селина после преступления находилась в невменяемом состоянии. Сергей Селин понял, что просить помощи у властей смысла нет, и начал действовать собственными силами. Сергей Селин не стал делиться своим несчастьем с сотрудниками антикоррупционного комитета и стал действовать собственными силами. Буквально вчера вечером он отомстил за свою родную дочь. Сергей Селин смог найти хулиганов, которые сломали жизнь не только его дочери, но и самому актеру, и стал преследовать их на своем автотранспорте. Трагическое событие произошло сегодня ночью в Санкт-Петербурге в районе Троицкого моста. Сергей Селин преследовал преступников на своем автотранспорте. В какой-то момент он подрезал машину хулиганов, в результате чего их машина ушла в кювет и упала в воду с 15-метровой высоты. Все 3 преступников, совершившие преступление, погибли, а Сергей Селин пока был доставлен в полицейский участок.
Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.